Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами поговорим о том, в какой день недели ни в коем случае нельзя выносить мусор. Вообще поговорим сегодня о мусоре, какие есть советы, рекомендации, которые остались нам от наших предков и на которые вам стоит обязательно обратить внимание. Потому что когда вы что-то делаете неправильно с мусором, вы должны понимать и то, что вы можете потерять свои деньги, свою удачу, даже здоровье. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео, а в комментарии напишите: «Я ваше полное имя, живу в мире финансового изобилия и процветания. Истина да будет так». Еще раз: «Я ваше полное имя, живу в мире финансового изобилия и процветания. Истина да будет так». Ну а мы с вами, друзья, начинаем. Вы знаете, многие из нас считают, что вынести мусор – это очень просто, что этот вопрос не требует изучения какого-то, даже уделять не стоит внимания. Но вы знаете, на самом деле это не так, ведь это нужно уметь делать по всем правилам, иначе возможно притянуть настолько сильный негатив, что он будет способен полностью перевернуть вашу жизнь не в лучшем направлении. Есть такая категория людей, которая, чтобы не ходить, часто выбрасывать мусор, накапливает его в доме или квартире и выносит раз в несколько дней. И вы знаете, таким образом, такие люди притягивают в свой дом разрушительный негатив, который за какой-то определенный промежуток времени способен наполнить весь дом, из-за чего у членов данной семьи начнется плохое самочувствие, начинает преследовать бессонница, разбитое состояние, которое будут сопровождать на протяжении всего дня, а в результате приведет к депрессии, к апатии, ведь такая ленивая привычка способна даже притянуть проблемы в различные сферы жизни. Поэтому, чтобы этого не происходило, не стоит забывать о том, что мусор сам по себе притягивает негатив. Поэтому от него нужно вовремя избавляться, ведь без негатива ваш дом будет излучать уют, комфорт, гармонию. Наши предки старались соблюдать все правила, которые связаны были с мусором, ведь знали, что это действие важно, и лучше потратить время на то, чтобы все сделать правильно, чем на то, чтобы избавляться от последствий. Мусорное ведро – это энергетически опасный предмет в доме, который даже после того, как вы выносите мусор, к сожалению, способен продолжать притягивать негатив. Поэтому его нужно мыть минимум раз в неделю соляным раствором, а после каждого раза, когда вы выносите мусор, поджигайте свечу белого цвета, держите ее над ведром и при этом трижды проговаривайте такие слова: «Огонь, ведро очисти, энергии те, что оно скопило, с него убери, пусть вред дому моему не будет приносить, будет и дальше мне служить». Свечу сразу затушите, так вы будете нейтрализовывать весь негатив и аннулировать вот эту негативную энергетику ведра. Данную свечу держите отдельно, ее нельзя использовать для других целей, кроме очистки мусорного ведра. Кроме того, вы должны понимать и то, что ни в коем случае нельзя выносить мусор, если вы планируете ехать в дальнюю дорогу. Независимость, это будет ваше путешествие, командировка, так как из-за такого действия вы останетесь без энергетической защиты. Правда, этот запрет не касается пищевых отходов. Старые вещи выбросите до поездки. Если же так не получилось, а вы их уже приготовили, то сделайте это, когда вернетесь из поездки домой. Нельзя также выносить мусор из дома в воскресенье. Этот день нужно использовать только для отдыха, для себя, для своей семьи. Многие скажут бы: ну, казалось бы, такое безобидное действие. А вы знаете, что именно вот такое вот безобидное действие может оставить вас без финансового благополучия и вернуть его обратно в свой дом вы сможете совсем не скоро. Вам потребуется приложить для этого немало усилий. Также никогда не выносите мусор из дома и в большие церковные праздники. Делать это нужно заранее, иначе вы разрушите особую энергетику своего дома. Вы притянете в него ссоры, скандалы, проблемы, недопонимания. Между вами с вашей второй половинкой начнет угасать страсть и любовь. Может дойти даже до развода. Поэтому воздержитесь от такого действия, дабы потом вам не пришлось жалеть о последствиях.
Если вы планируете сменить место жительства, то весь свой мусор нужно забрать с собой, чтобы расстаться с ним на новом месте. Так нужно делать в том случае, если в старом доме вам жилось счастливо, вы ощущали комфорт. Если же не очень, вас преследовали негативные события, неудачи, в таком случае мусор нужно выбросить рядом со старым жильем, но так, чтобы никто не видел, и при этом проговорить нужно следующие такие слова. Все, что мне жить мешало, я здесь оставляю. Негативной энергии с собой не забираю. В новом доме жизнь счастливую начинаю и счастьем только себя окружаю. Но с квартиры мусор нужно забрать в любом случае, чтобы люди, которые в нее въехали, не смогли использовать данный мусор с целью вреда для вас и не отобрали вашу денежную энергию. Если у вас в мусорном пакете нет никакой еды, то вас ожидает материальное благополучие. Это говорит о том, что вы не расточительные люди и к продуктам и еде относитесь бережно. Поэтому эти ваши поступки на энергетическом уровне будут вознаграждены. Перед тем, как выбросить мусор, подойдя к контейнеру, скажите такие слова: что все мне не нужно, выношу, а благополучие и достаток в доме сберегу. Говорите эти слова трижды. Далее выбрасывайте ваш мусор, не поворачивайтесь и спокойно возвращайтесь домой. Нужно избегать того, чтобы выбрасывать мусор после захода солнца, так как это действие лишит вас стабильности, и все то, что у вас на данном этапе в жизни хорошо, очень быстро может от вас уйти, а на его место придут дисбаланс и непостоянство, переменчивость и шаткость. Приучитесь избавляться от мусора утром или же до захода солнца. Лучше, конечно же, в первой половине дня, чтобы потом не переживать о последствиях. Также вы и хозяина дома не рассердите домового. Ведь если вы будете выбрасывать мусор не по правилам, у него будет достаточно много работы, а кому это понравится? Если вам срочно нужно выбросить мусор в ночное время, так как вы что-то не рассчитали, или вас ситуация принуждает к этому, тогда что мы делаем? Возьмите, плотно завяжите мусорный пакет, подожгите 3 спички, сделайте ними круг вокруг завязанного узла и при этом проговорите такие слова: этот пакет негатив в дом мой не привлечет, энергетические изменения за собой не повлечет. Данное действие разово совершаю, энергетику жилья в целостности оставляю, негативом его не наполняю. После проделанного быстро выносите пакет на мусор, спички выбрасывайте также, но не злоупотребляйте данным действием. Если когда вы вынести мусор и у вас ни с того ни с сего порвался пакет, это означает, что у вас будут денежные потери. Чтобы это нейтрализовать, сразу соберите мусор, выбросите его, затем киньте монетку через левое плечо и при этом проговорите такие слова: мусор быстро собрала, примете сбыться не позволила. Я от данного негатива откупаюсь, а значит денег не лишаюсь. Это действие поможет вам все исправить, и деньги никуда от вас не уйдут. Если вы выносили мусор в ведре и у него обломалась ручка, это означает, что вас ожидает приятный жизненный поворот, который вас одновременно и удивит, и порадует. Если когда вы в гостях были у близких людей, и в чистосердечности по отношению к вам вы уверены, и вас попросили выбросить мусор, сделайте это. Такое действие сулит вам хорошую денежную прибыль, которая очень быстро приумножит ваши финансы. Ну а если вы не уверены в отношении людей к вам, конечно же, не стоит это делать, ведь таким действием данный человек может отобрать у вас удачу и успех. Девушкам, которые не замужем, нельзя выносить мусор после 6 часов вечера, иначе на протяжении долгого периода времени не получится выйти замуж. Парням, которые не женаты, нельзя выносить мусор после захода солнца, иначе жена будет изменять. Не стоит выбрасывать мусор, когда вы идете на работу. Это действие будет притягивать проблемы на работе. Вы не будете справляться со своими задачами. Если сделаете такое перед важной встречей, вы не сможете провести ее, как того желали бы. Если перед сделкой
то она будет неприбыльной и не принесет вам желаемый результат. Поэтому не рискуйте, выбросьте мусор и вернитесь сразу домой. Затем через пару минут вы можете идти по своим рабочим делам, но день пройдет так, как вам нужно, так как вы запланировали. От мусора в виде старого хлама и ненужных вещей также нужно вовремя избавляться, так как такого вид мусор перекрывает положительные каналы, через которые в ваш дом попадают положительные энергии. Это приводит к тому, что энергетика дома становится слабой, и любой недоброжелатель, который пришел в дом, он способен навредить вам и вашему дому. Денежная энергия покинет очень быстро ваш дом, так как ей будет в ней некомфортно, а богатство, даже если вы будете работать большую часть времени, никогда к вам не придет. Таким вещам не место в вашем доме. Как только вы научитесь быстро освобождаться от всего ненужного, вы сразу ощутите, насколько приятнее станет находиться в вашем доме, и сколько всего нового его наполнит, придет к вам и, соответственно, будет менять жизнь только в хорошем направлении. Нельзя выбрасывать одежду в мусор, ведь одежда напитана энергетикой своего владельца, а выкинув ее в мусор, вы переплетете ее целенаправленно с негативом, что разрушит не только ваше энергетическое поле, но и принесет вам различные жизненные неприятности. И в некоторых случаях, если вы таким образом выкинете нательное белье или же обувь, то будут беды и проблемы со здоровьем. Поэтому такие вещи лучше сжигать. В данном случае ваша связь сразу разорвется с такими вещами, или же сложить все, от чего вы собираетесь избавиться, в отдельный пакет, посыпать сверху мелкой и крупной солью, кинув по 3 щепотки, и при этом проговорить такие слова: наша связь с данными вещами разрывается, теряется, больше мою энергетику они не содержат. Соль все собирает и действие данное выполняет. После этого вы можете выбросить вещи, это не принесет вам никакого вреда. Если у вас в жизни началась черная полоса и не проходит на протяжении долгого периода времени, избавьтесь от всего, что лежит без дела в вашем доме. Сделайте генеральную уборку, вынесите весь мусор сразу же из дома, и когда вы будете выбрасывать, проговорите такие слова: «Я на новую полосу в жизни перехожу, черную позади оставляю. Больше негатив меня не окружает, впредь я только светлые энергии привлекаю». В течение нескольких дней все ваши проблемы и неприятности останутся позади, и ничего больше не будет приносить вам вред. Также обдумывайте все свои действия, которые связаны у вас с мусором. Ведь, как вы уже поняли, не все так безобидно, как кажется изначально. Но если вы будете прислушиваться к советам, поверьям, народным приметам, вам не придется ни о чем переживать. Ведь если задуматься, то, зная, как правильно выбрасывать мусор, в этом не остается ничего сложного, как вы видите. Также, девочки и мальчики, никогда никому не разрешайте выбрасывать ваш мусор. Даже если кто-то идет по дороге, например, зашла ваша знакомая, подруга, и она увидела ваш мусорный пакет и проявила инициативу и предлагает выбросить мусор. Никогда этого не разрешайте. Вы не знаете помыслы людей. Даже если вы и делитесь последним куском хлеба, у вас была такая какая-то ситуация когда-то в жизни, знаете, люди очень сильно меняются, особенно все, что касается денег, власти, поэтому не стоит этого делать. Вы должны сами выносить мусор. Или вы как хозяйка, или хозяин дома, дети могут, то есть те люди, которые проживают конкретно в этом доме или квартире, которые создают уют, гармонию, которые создают определенные вибрации и энергии. Всем остальным не место выносить ваш мусор. Также будьте внимательны и осторожны никогда, если вы живете в многоквартирном доме, и бывает так, что хозяйка убирает в квартире и решила весь мусор вынести на лестничную площадку, а потом выйти и вынести. Так тоже делать нельзя, потому что через так мусор можно навести на вас порчу, так забирают удачу, забирают благополучие. Поэтому, чтобы такого не было, всегда думайте о том, что вы делаете. Потому что многие думают, ну что такое мусор? Это те вещи, те продукты питания, которые или испортились, или что-то произошли. Но вы должны понимать, что они связаны с вами энергетически. Это в первую очередь. То есть все, вы должны понимать, что все взаимосвязано и держится на энергиях. Мы с вами, многие люди не видят этих энергий, мы видим только материю, мы видим, да, мусорное ведро, мы видим условно
посуду, продукты питания, мебель и так далее. То есть человеку очень важно потрогать, да, увидеть это и так далее. Но в мире энергии, в мире магии это совсем все работает по-другому. Поэтому, пожалуйста, обращайте на это внимание и ни в коем случае не игнорируйте, чтобы потом в вашей жизни не было проблем, неурядиц, и вы не знали, что вам делать, куда бежать и как поступать. Простые правила, которые каждый должен выполнять и делать. И тогда в вашей жизни будут, друзья, и изобилие, и достаток, и благополучие. А также никогда не будет проблем со здоровьем. Помните об этих простых, но в то же время очень важных правилах. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео, а в комментарии пропишите следующую волшебную фразу. Я, ваше полное имя, живу в мире финансового изобилия и процветания. Истинно да будет так. Пожалуйста, прописывайте ваше полное имя. Многие игнорируют или пишут, знаете, вот так как бы, лишь бы отстаньте от меня. Вы должны понимать, что в первую очередь вы делаете это для себя, а не для кого-либо. Поэтому думайте о том, что вы пишете, представляйте себе в этот момент, как вы живете уже в изобилии, в достатке, и в вашей жизни есть и любовь, и гармония, и благополучие, и здоровье. Это очень важно понимать и осознавать. Друзья, но прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите, друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся уже буквально в следующем видео.